Старости не существует, и ничего не заканчивается. Не существует и уныния, огорчения, разочарования. Не существует, и ничего не заканчивается до тех пор, пока вы сами это не остановите. Вот такая неделя, которая нам сигнализирует, подсказывает все прекрасные, чудесные, замечательные, молодые, сильные, задорные качества Овна, потому что в Овне собрался стелиум планет. Меркурий – мысли, Солнце – я светила, амбиции, хорошая мужская энергия. И Юпитер – мудрец, старец, который ничему не учит, только показывает, а ты делаешь выбор сам. И вот этот стелиум на этой неделе нам говорит о том, что не существует старости, не существует разочарования, не существует никаких препятствий, если ты сам себе их не строишь и сам себе их не делаешь. Неунывающий всегда имеет вкус к жизни и радость к жизни Овен. И он, конечно, этот стелиум нам показывает, что вся неделя, она на таком повышенном немножечко радостном, позитивном существовании. А теперь подробно с вами посмотрим каждый день. С 27 марта заканчивается месяц и до 2 апреля. И чем начинается апрель? Ну а вижу Розану. Не перестаю радоваться лайку. Спасибо, я тоже очень радуюсь вместе с вами. Спасибо. Смотрим 27 числа, неделя с 27 по 2. Итак, 27 числа Луна находится в знаке зодиака Близнецы. Ну какая Луна в Близнецах? Конечно же, Луна, которая испытывает такой подъем. Это не тревожность, это не эмоции, это Луна, которая тоже любит общение такого эмоционального характера. Приятные вещи друг другу рассказать, приятные вещи обсудить. Ну, конечно же, много давай поговорим, о наших чувствах поговорить, передать эти чувства друг другу, показать, демонстрировать. Не ты догадайся, что ты мне нравишься. Нет, я тебе об этом скажу. Ну зачем тебе догадываться? Зачем тебе писать какой-то ненужный сценарий о моих чувствах? Я тебе свои чувства расскажу и услышу ответ, как ты реагируешь. Вот такая роскошная у нас Луна, и тем более эта Луна в соединении с Марсом, она дает такой очень хорошую энергию для того, чтобы люди обменивались своими эмоциями, своими чувствами. Не просто обменивались, рассказывали про свои чувства, делились своими чувствами, писали друг другу, говорили друг другу, в диалог вступали друг с другом, обменивались. То, что у тебя происходит где? На душе. Вот что у тебя на душе происходит? Если тебе грустно, давай обсудим это. Почему тебе грустно? Найдем какое-то решение. Но не держи это в себе. Ой, ты влюблен. Так расскажи о своих чувствах, расскажи мне. Вот такое вот положение Луны. Дальше смотрим 28 числа. Меркурий. Меркурий, который находится в Овне, делает чудесное, роскошное соединение с Юпитером, который тоже находится в Овне. Вот он работает, этот вот стелиум в Овне. Конечно же, что такое Юпитер в Овне? Это что такое Меркурий в Овне? Это интерес, огромный повышенный интерес. Это вкус жизни, жажда жизни. К учебе, к знаниям, к общению, к интересным каким-то исследованиям. Куда-то пойти, что-то узнать, с кем-то поговорить. Попробовать самому сделать. А ну-ка я попробую, может быть, это я тоже умею. А может быть, и здесь мне куда-то сходить на выставку, эту выставку потом обсудить, может быть, потом зайти в кафе поговорить.
активность, очень большая активность. Вот такой Меркурий соединяется с Юпитером. А что такое Юпитер? Это люди, это сообщество, это мудрец, где ты найдешь какую-то для себя золотую истину, какую-то изюминку для себя, какую-то бусинку мудрости ты для себя найдешь. Это абсолютное общение и поддержка, когда планеты между собой соединяются. Это они друг друга поддерживают, они обнимают друг друга, они друг другу плечо подставляют, они настолько хорошо взаимодействуют. И 28 числа этот аспект нам показывает то, что открывается дверь в новое, в интересное, в осознанное, где может сформироваться и формируется стержень, сила духа, выносливость, выдержанность. Но дверь открыта, а ты уже, если зайдешь для того, чтобы это все увидеть, для того, чтобы это все почувствовать, для того, чтобы это все к себе применить, это выбор за тобой. Сделаешь ли ты туда, в этот мир, шаг? Это нужно, чтобы было твое время и то место, где ты окажешься. И если этот аспект на тебя каким-то образом не подействовал, это не потому, что плохо или хорошо, просто не твое время. Но сам аспект, да, действительно, ты где-то окажешься в том месте, где ты что-то для себя познаешь, где-то что-то для себя услышишь. 29 числа Солнце, вот такое амбициозное, в хорошем смысле, любопытное, хорошая, здоровая, яркая энергия Солнца, оно находится в Овне, делает тригон к Лилит. Ну, Лилит тоже находится где? Там, где управитель Солнца во Льве. Вот такое взаимодействие. Ну, не обошлось, не обойдется на этой неделе без Лилит. Но если ты знаешь эту подсказку, если ты эту подсказку применяешь на практике, то ты на нее не попадешься. И даже эту Лилит можно совсем в другое повернуть русло, эту такую фиктивную, негативную энергию самой Лилит. Смотрите, каким образом можно повернуть с Солнцем. Да, ты можешь себе сказать: я справлюсь, я смогу, у меня получится, я выздоровлю. Я выйду из каких-то отношений, которые меня вниз тянут, меня не развивают, меня разрушают. Я поменяю что-то в своей жизни, несмотря ни на что. И вот это, потому что все-таки трин это гармоничный аспект выстраивается, это не противоборство между этими двумя Солнцем и Лилит. И даже вот такая амбициозная Лилит, которая находится во Льве, она там прям с короной. Ее можно тоже в положительный и в позитивный момент превратить. То есть эту энергию амбициозную можно направить абсолютно на себя. У меня все получится, несмотря ни на что. Пока я сам не захочу остановить какой-то процесс, никто его не сможет остановить. Ни мое развитие, ни мое стремление, ни мое желание, ни мои идеи. Только я сам. Не существует старости, не существует каких-то определенных препятствий до тех пор, пока ты их сам себе не сделаешь. Даже если ты сталкиваешься с препятствием, но ты упорный, ты хочешь, ты преодолеешь, все равно ты их преодолеешь. Дальше смотрим 30 число, а 30 числа Марс. Марс уже находится в знаке зодиака Рак, делает очень красивый, тоже тригон гармоничный аспект, делает Сатурном. Сатурн что? Сатурн у нас сделал транзит, знак зодиака Рыбы. Рак, Рыбы, водная стихия. О чем этот прекрасный гармоничный аспект? Ну, конечно, про эмоции. Ну, настолько эмоциональный подъем, но в очень сильном качестве, осознанный. Я пойду на этот концерт, если все складывается, если мне вовремя это, если поздно заканчивается и добираться невозможно, это для меня не работает. Если большая, очень неоправданная цена, это для меня не работает. Если все качества, которые нужны, совпадают, то есть настолько осознанный здесь Марс и эмоции, которые ты получишь.
оно все собирается в кучу. Ты воспользуешься этим аспектом. Сатурн – это авторитет, Сатурн – это опыт. Да, я хочу получить этот опыт, но я его получу осознанно. Не просто за всеми пойду и буду делать. Не просто вот порекомендовали, и я час-два часа потрачу и буду смотреть этот фильм. А я сначала почитаю какую-то характеристику, а что за сюжет, а что за направление, а оно мне нужно потерять 2 часа для того, чтобы посмотреть какую-то, ну, допустим, там отрицательную энергию, чтобы не получить на себя и так далее. То есть ты получишь опыт, но этот опыт, через который ты получишь, он эмоциональный, твоим эмоциям. Поэтому тоже выбор за тобой, какие эмоции ты хочешь получить. Если ты чувствуешь, что какой-то созревает где-то какой-то напряженный аспект, ты смотришь, ты хочешь в эту агрессию войти, ты хочешь в этот бесполезный какой-то спор войти. То есть выбор тоже всегда за тобой, но опыт ты свой получишь, и ты этот опыт сам сделаешь. Дальше смотрим. А дальше смотрим 31-го у нас чудесное соединение между Венерой и Ураном. Между Венерой и Ураном чудесное соединение. Всегда, еще раз говорю, когда планеты соединяются, это поддержка, это взаимопомощь друг другу. Венера, финансовая Венера, эстетически привлекательна, это и знакомство, это встречи, это хорошее, приятное провождение вечера. Вдруг, случайно, неожиданно раздается звонок, вас куда-то приглашают, и вы просто идете к своей подруге, как вы всегда ходили, или со своими друзьями встречаетесь, как это у вас всегда бывало. И именно там, где вы вот так вдруг случайно вечером собрались и не собирались особо, и даже как-то особо себя и не украшали, и не наряжали. Вот поехали, и может произойти там знакомство, которое будет для вас очень качественным, потому что по Урану ты чему-то здесь научишься, тебя что-то очень привлекает, оно тебя настолько увлекает и уносит, на долгие годы можешь каким-то своим увлечением, долгие годы пройти с этим, то есть большие знакомства, причем очень хорошие сделки могут быть, очень хорошие продажи, покупки, вклад куда-то финансовый, потому что Венера очень финансовая, тем более с Ураном. Уран стоит где? В Тельце. Телец – это всегда про продуманность, то есть Телец всегда дружит с головой. Приятный, мягкий, соглашается, уступает до какого-то момента. И всегда продуманность есть, поэтому, конечно, вот на таком аспекте очень большой шанс для как деловых, хороших сделок, так и приятных личных знакомств. Дальше 1 числа у нас Луна будет находиться в знаке зодиака Лев, и даже во Льве находится там Лилит. Нахождение Луны во Льве – это тоже всегда какое-то внимание мне, то есть ну вот пока покапризничать хочется, меня недооценили, эго, задевается немножко твое эго. Оно может быть на пустом месте. Вот именно такой период ты очень чувствительный. Тебе кажется, что не так на тебя посмотрели, не так отреагировали. Я такие умные вещи рассказал, а мне мало аплодировали или мне мало комплиментов сказали. Немножечко такая появляется, ну знаете, покапризничать. Но Луна во Льве всегда вот таким образом. Ну, внимание мне обратите. Ну, обратите на меня внимание. Я очень значимый человек. Я вам что-то интересное рассказываю, а вы отвлекаетесь. Вы на телефоне. Это вот так вот себя будет вести Луна во Льве. И мы это тоже на себе будем чувствовать. Следующее 2 числа. Ну, Луна переходит в знак зодиака Дева. Руки мыть надо, прибраться, почистить все вокруг, духами подушиться, и не просто подушиться, а сначала помыться, душ взять. Ну такая Луна. Луна чистоплотности хочет. И хочет немножечко, немножечко и, ну так чуть-чуть слегка покомандовать, указать. Не тут поставил, не тут, тут капля, посмотри, ты плохо вытер, здесь крошки остались. Но она такая, она не придирается, нет, она не придирается.
непридирчивая Луна. Она такая вот такая, какая она есть. Она очень требует четкости, пунктуальности, порядочности, чистоплотности, трудолюбия. Ну что ты лежишь уже 2 часа на диване, а там нужно полку прибить. Ну, в день заканчивается, полка еще нет, а мне еще на эту полку что-то расставить надо. Вот такая. То есть она вроде как будто бы тебя на что-то сподвигнет. Она не заставляет, она сподвигнет на что-то. Она что, чтобы порядок сделать. Чтобы не лежала это какая-то там полочка или не лежала это какая-то там картина стоит возле стены. Ну, ее повесить надо. Для этого нужно гвоздь забить. То есть вот сделать этот порядок. Ну, вот такая неделя, еще раз неделя, это неделя, что старости не существует и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите. Вот энергия стелиума в знаке зодиака Овен, это энергия всегда детская, любопытная, жаждущая, вкус имеет, настроение, глаза блестят, делать хочется, думаешь, что ты все сможешь, и ты действительно сможешь все. И это все не заканчивается до тех пор, пока ты сам это не остановишь. А, как правило, ну не хочется останавливать какой-то процесс, в который ты занимаешься, идешь, тебе интересно, ты развиваешься, ты этот процесс не хочешь, чтобы он останавливался. И даже если ты дошел до какого-то момента, что ты заканчиваешь, тебе хочется, ну придите еще идеи, ну придите еще какие-то ко мне мысли, чтобы, ну постоянно я чем-то был занят. То есть этот процесс шел. Потому что пока ты развиваешься, пока ты занят, пока ты увлечен, ты всегда остаешься, что молодым. Так как это всегда молодым и в 70 лет остаются овны. С блестящими, горящими, жаждущими, интересующимися глазами. Этот блеск глаз всегда можно увидеть. Но если ты не этого знака, но у тебя есть эти качества, то ты тоже всегда останешься на плаву, ты всегда останешься. Вот вкус этот жизни, жажда жизни, интерес к жизни, любопытство к жизни. Такие чудесные качества, которые ты сам себе делаешь, ты сам себе контролируешь. То ли ты их останавливаешь, и тебе уже вялый, кому-то в 30 лет ничего не интересно уже, ну и что я-то? А кому-то и в 70 лет только все начинается интересно, все, поехать, узнать, посмотреть, попробовать, заняться и так далее. То есть мы сами, конечно же, мы сами своими мыслями, только мысли это делают. То есть твоя мысль, куда мысль, туда жизнь. Ну что, мои хорошие, вот такая у нас с вами прекрасная, роскошная неделя. Неделя, которая как-то немножко взбудоражит. Какую-то даже вот зимнюю спячку вот как-то вот что-то стряхивает, снимает какую-то, и тебе вот большой-большой запас энергии приходит. И энергии очень созидательной. Вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, какой ставлю лайк. Энергичный. Такой хороший, энергичный лайк. Бесконечно вас всех уважаю. Огромное спасибо все, кто поддерживает канал. С удовольствием оставила все ваши имена внизу под каждым видео. Всегда, когда поддерживаете канал, кто поддерживает канал, с удовольствием всегда оставляю. Бесконечно вам благодарна, уважаю, обнимаю и до следующих прекрасных, чудесных видео. Ничего не останавливается, несмотря ни на что. Стержень, сила духа, и смотрим с вами только вперед позитивно. Все, кто со мной, будет смотреть вперед позитивно, отталкиваясь от позитива. Обнимаю вас.